Всем привет, друзья! С вами Артем, и вы на канале Lego Box. Сегодняшняя Лего ниндзяго у нас это собака Фатак. В этом видео мы ее соберем и посмотрим на нее. На коробке мы видим саму собаку Фатак, а также мини-фигурки Ллойда, Джея и империумского охотника за драконом. На боковой стороне коробки мы видим Ллойда. На задней стороне коробки мы видим империумского охотника, нападающего на Ллойда, и собаку, которая напрыгивает на Джея. В этом наборе у нас 198 деталей. Давайте же откроем и соберем его. Вау, я здесь вижу инструкцию, собственно, от этого набора и наклейки для создания этого набора. Также в первом пакете я вижу Ллойда, во втором Джея, а в третьем когтя Империума. Давайте же посмотрим инструкцию. Пойдем на последнюю страничку. И тут мы видим набор. По некоторым наборам, таким как мех Соры, Байка и огненный дракон, мы уже сняли обзор. Кто не видел, посмотрите. Сейчас у нас обзор будет на вот этот вот набор Лего волка Фатака. В первом пакете нас сразу же встречает мини-фигурка Джея. И, кстати, именно он будет сопровождать нас всю сборку на страницах инструкции. Самого Джея мы рассмотрим позже. Мы начнем сборку тела собаки Фатака. Итак, из первого пакета у нас получилось собрать вот такое вот туловище собаки Фатак. Во втором пакете нас сразу встречает мини-фигурка Ллойда. Также со второго пакета мы продолжаем собирать собаку. В нем у нас находится ее голова и хвост. Присоединяем заднюю часть туловища собаки и ее хвост. Переходим к сборке головы. Вот что у нас получилось из второго пакета. Это собрать головы, хвост и собрать тело кибернетической собаки, а также собрать мини-фигурку Ллойда, вооруженную 2 золотыми мечами. Давайте же начнем сборку финального третьего пакета. В нем нас сразу встречает мини-фигурка империумского охотника за драконами. Также в нем мы соберем лапы для нашей собаки Фатак. Сначала соберем заднюю лапу. Закрепим заднюю лапу к туловищу. И соберем передние лапы. Закрепим передние лапы к туловищу. Присоединим же сами ступни к задним и передним лапам. И со второй стороны делаем то же самое. Крепим заднюю, переднюю лапу и их ступни. У этого набора много подвижных деталей. Например, ее маленькие черные ушки и золотые когти могут опускаться и подниматься. Пасть может открываться и закрываться. Голова и хвост дубинка могут крутиться на шарнире, а лапы двигаются вперед-назад. А эти сбоку. Его глаза — это скосы, прикрепленные к пластине 2х3. Вот как это выглядит. На теле у него расположены золотые щитки, которые до этого появлялись пару раз, а может и вовсе нет. В пояснице волка для придания уникальной формы ему использовали тоненький шарнир Лего Техник. Из-за этого он выглядит немного тощий, но смотря на это спереди, это выглядит фантастически хорошо.
Первый раз собака Плутак появилась в первой серии 6-го сезона «Восстания драконов». Его изобрела маленькая сора, живущая в Империи. Сначала это были кусочки твердого света, но потом, немного доработав проект, Анна смогла сделать песика из твердого света. В лаборатории его апгрейднули с помощью драконьей энергии. Вот так и появился этот пес. Вау, я впервые вижу такого крутого, быстрого и молниеносного Джея. Мне очень жаль, что этот суперский ниндзя еще не появлялся в мультик. А ведь это мой самый любимый ниндзя. А ваш какой? Напишите об этом в комментариях. В этом наборе у него наплечник Ллойда, но только синий. А в наборе с мехом скалолазом у него были уникальные наплечники. Кто не видел, посмотрите. Так же, как и Ллойд, Джей вооружен 2 золотыми катанами, с которыми они готовы ринуться в бой против имперского охотника за драконами. Кстати, о нем. А вот наш легендарный зеленый ниндзя Ллойд. Этот образ зеленого ниндзя мы помним еще с самой первой серии сезона «Восстания драконов». Он абсолютно идентичен с версией нашего первого обзора Олега Ниндзя. Он вооружен 2 золотыми катанами. Хотя это и не его меч, но он готов ринуться с ними в великий бой. А вот и мини-фигурка единственного злодея, представленного в этом наборе. Он похож на мини-фигурку Когтя Империума, но немного отличается от него. У охотника за драконами черный шлем, который встречался только в 2 наборах, кроме этого, и черный наплечник. Встречались в 6 наборах помимо этого. Он хорошо вооружен кибернетическим мечом на длинной палке, с которым будет драться против ниндзя верхом на собаке. Как по мне, это очень классный набор, потому что в нем присутствуют постройки и 3 мини-фигурки. А также в нем есть много интересных решений, большинство из которых мне очень понравились. Всем, кто досмотрел до этого момента, большое спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайк, подписываться на канал и всем пока!